Друзья, что мы все о котиках да о котиках? У нас же есть намного более верные помощники, в отличие от этих мяукающих эгоистов. И это собаки. Но еще интереснее узнавать про родственников наших домашних песиков. Волков. Сегодня у нас в гостях довольно редкий подвид. Встречайте мелвильского островного волка, он же арктический. Подвид волка, встречающийся исключительно на некоторых островах в Северной Америке и в северной части Гренландии. Назван он так в честь одного из островов – Мелвилла. Наш арктический волк отличается белой или сероватой шерстью и способен переносить лютые зимы, когда температура воздуха понижается до минус 50. Он один из самых крупных представителей семейства псовых. Подвид мелвильского волка впервые описал в 1930 году английский зоолог Реджиналд Иннес Поукок. Средняя длина арктического волка вместе с хвостом достигает 180 см, высота в холке 80. Взрослые самцы порой достигают веса 80 кг. Кстати, мелвильский островной волк отличается от континентальных товарищей маленьким размером ушей, помогающим ему сохранить тепло в холодном климате. Ежедневно волки проходят в поисках пищи около 30 километров. Охотятся арктические разбойники в основном на северных оленей и мускусных быков, то есть овцы-быков. Они выбирают самую слабую жертву и стараются оттеснить ее от стада на участок с глубоким снегом, чтобы лишить ее подвижности. Затем ее атакует вожак, а за ним остальные члены стаи. Защищаясь от хищников, овцы-быки становятся в плотный круг, выставив вперед мощные рога и защищая находящихся в центре телят. Волки начинают попросту действовать взрослым овцебыкам на нервы, чтобы разорвать их оборону и добраться до детишек. Для этого они подолгу бегают вокруг образовавшегося круга, вынуждая овцебыков постоянно менять положение, чтобы уследить за коварными охотниками. Вследствие чего у не очень умных гигантов начинается паника, и они обращаются в бегство, разомкнув свои ряды. Тогда у арктических волков появляется возможность схватить молодых телят. В совсем голодные времена мелвильские волки переходят на мелкую живность. Они охотятся на мышей, леммингов и зайцев. В сутки взрослому волку нужно съедать до 4 килограммов мяса. В целом, на охоте волк встречает массу проблем. Например, северный олень, основная добыча волка, значительно превосходит по скорости даже взрослого самца, поэтому стая либо нападает на старых, больных, отбившихся от стада, либо применяет загонную тактику. Так что бегать по холодрыге в поисках жертвы – то еще удовольствие. Именно поэтому арктические волки социализировались, придумали свое собственное мини-государство и бегают организованными стаями по 7-10 особей. И сейчас мы с вами на примере этих редких арктических волков попытаемся разобраться в устройстве этого государства. Современные исследования показали, что представление о жесткой иерархии альф, как у вождей с абсолютной властью, это скорее миф, родившийся из наблюдений за волками, содержавшимися в неволе. В дикой природе стая – это прежде всего семья. Альфа-самец и альфа-самка – родители, а не диктаторы. Иерархия волчьей стаи – это закон семьи. Стая волков – это не армия с жестким командиром, а крепкая семья, где у каждого есть своя роль. Именно в этом порядке и заключается сила волков. Альфа-пара – это сердце стаи. В центре стаи самец и самка, которые называются альфами. Но правильнее сказать отец и мать. Они принимают ключевые решения, куда двигаться, когда охотиться, когда защищать территорию. Их авторитет основан не на силе, а на опыте и заботе. Чаще всего именно альфа-самка единственная мать в стае. Ее щенки становятся потомством всей группы. Альфа-самец поддерживает порядок, защищает семью и делится добычей, особенно в голодное время, уступая мясо детенышам. Бета-волки – это старые помощники. Вторую ступень занимают так называемые беты. Это старшие сыновья или дочери альфы-пары, иногда ближайшие родственники. Они помогают охранять территорию и участвовать в охоте. Если с родителями что-то случается, именно бета может взять на себя роль лидера. Их сила в поддержке и умение подстраховать стаю. Волчицы, няньки и воспитатели. И не только мать заботится о щенках. Воспитание – общее дело. Молодые волчицы, еще не имевшие потомства, становятся няньками, приносят еду, согревают малышей, играют с ними. Опытные самки, которые уже растили щенков, становятся наставницами. Они следят за безопасностью логова и обучают подрастающих охоте и дисциплине.
А воины стаи – это рабочая сила. Большинство взрослых самцов и самок – это основа коллектива. Они добывают пищу, защищают территорию от чужаков, участвуют в охоте на крупных животных. И каждый взрослый волк вносит вклад. И именно общая сплоченность делает стаю сильнее любого одиночки. И щенки, и подростки – это главная забота всей группы. Младшие играют, осваивая правила жизни. Кто-то учится следить за следом, кто-то пробует тянуть кусок мяса у старших. Подросшие пестуны помогают с малышами, играют роль нянек и постепенно включаются в охоту. И удивительным фактом является то, что волки заботятся о пожилых или раненых членах стаи. Старый волк может уже не охотиться, но он хранит опыт и память. Стая делится с ним пищей и защищает. Это часть их социальной природы. Волчья иерархия – это не военная дисциплина, а закон семьи. Здесь есть родители-лидеры, старшие помощники, воспитатели, охотники, дети и старики. У каждого свое место и значение. Этот порядок позволяет волкам выживать в суровых землях, от лесов Евразии до ледяных просторов Арктики. В стае нет диктатора, есть семья. И сила волков именно в том, чтобы каждый готов пожертвовать ради других. Так что волки придумали свое идеальное государство. И немного о любви. Хотят любви арктические волки, когда становится хоть немножко потеплее. Обычно потомство дает только доминантная пара, но в больших стаях спариваться могут и другие. Из-за арктической вечной мерзлоты и связанных с этим трудностей для выкапывания логова, волки часто используют уступы скал, пещеры или даже небольшие углубления. У самки рождается 2-3 детеныша, период с позднего мая по ранний июнь, то есть на месяц позже, чем у серых волков. Считается, что меньшая численность потомства по сравнению с 4-5 у серых волков вызвана недостатком добычи в Арктике. Беременность длится 63 дня. Волчата остаются с матерью на 2 года. И продолжительность жизни мелвильского островного волка от 7 до 10 лет. Однако в неволе срок их жизни увеличивается до 18. Мелвильский островной волк – единственный подвид серого волка, который все еще обитает на всем своем изначальном ареале. В основном потому, что в тех местностях редко встречаются люди. Так что если животные на земле останутся, то только там, куда наша нога ступает крайне редко. А как вы относитесь к социальному управлению, как волчьей стаи? Как вам такое распределение ролей? Напишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!